Всем добрый день, меня зовут Олеся, как всегда рада видеть вас на своем канале. Сняла несколько рецептов более полезных для здоровья и с удовольствием делюсь ими с вами. Сегодня приготовим вот такие вот замечательные пончики, либо кето-пончики, их еще называют, если не использовать в рецепте сахар. Сейчас все расскажу. Берем 2 яйца комнатной температуры, достаточно крупные, 120 грамм перемолотого миндаля. У меня уже вот такой вот готовый. Сейчас покажу, как он выглядит. Продается там, где все для выпечки. Вот в таких вот пакетиках. Перемолотый миндаль называется обычный. Можно сделать дома самим, если есть желание. Также берем четверть чайной ложечки соли, чайную ложечку ванильного сахара, 1 чайную ложечку разрыхлителя, 4 грамма неполную. Я буду использовать сахар 40 грамм, коричневый, можно брать кокосовый сахар, коричневый, белый, можно заменить эритритолом. Тогда пончики прям совсем будут кето-кето. В общем, используйте то, что вам можно, то, что у вас есть. Я сегодня использую сахар, мне это не принципиально, просто-напросто. Также потребуется еще растопленное сливочное масло 50 грамм тепленькое и мак 15-20 грамм. Я беру 15 грамм. Соединяем яйца, соль, ванильный сахар и сахар и взбиваем слегка миксером до посветления массы и небольшого увеличения в объеме. Продолжая взбивать, вливаем теплое растопленное сливочное масло, все просто перемешиваем и добавляем уже сухие составляющие. Всыпаем перемолотый миндаль, мак и разрыхлитель. Вместо мака не обязательно использовать мак, если вы по какой-то причине не желаете его использовать, либо не любите, можно его не использовать. Особенно если вы будете готовить пончики в духовке, либо в виде кекса одного, либо маленьких кексиков, можно брать клюкву сушеную. Я все перемешала немножечко миксером до гладкости, до однородности. И дайте постоять вот этой массе, она достаточно густая получается. Дайте ей постоять буквально минут 5-6. У меня за это время как раз разогреется пончик-мейкер. Я буду использовать его для выпечки пончиков. Это такой специальный аппарат типа вафельницы. Вот так он у меня выглядит. Жду, когда погаснет кнопочка. И я слегка смазала сливочным маслом углубление. Как раз за это время 5-6 минут прошло. Масса постояла и стала более густая. Вот заметно прямо на видео. Выкладывать удобнее 2 маленькими чайными ложечками. Выкладываем с большой горкой такой, чтобы пончики были объемные и красивые. Из этой порции тесто получается ровно 2 закладки. Внутри у меня по 7 штучек, по 7 пончиков. Выпекаем до золотистого цвета. Время я особо не засекаю. Просто через 3 минутки посматривать начинаю, приоткрываю просто аппарат и все. Вот такие красивенькие получаются, очень ароматные, насыщенные. Я выкладываю готовые пончики на решетку, чтобы они не отмокали. Если есть желание и вам это не принципиально важно, можете покрыть глазурью, обмакнуть в растопленный белый шоколад. С белым шоколадом это просто бомба получается. В темный, молочный, в любой шоколад. Просто растопите немного шоколада и добавьте капельку растительного масла. Я ничего делать не буду, просто присыплю сахарной пудрой. Посмотрите, какие они хорошенькие. На разломе получается, никто не догадается, что там нет ни грамма пшеничной муки. Абсолютно. Очень вкусные. Я думала, будет перебивать, когда первый раз их пробовала, думала, перебивать в этом кексе будет аромат вот миндаля, все, но нет. Все абсолютно сбалансировано и очень вкусно. Приготовьте, попробуйте. С удовольствием их съедят и те, кто не на диете и не придерживается правильного питания. Просто они сами по себе очень вкусные. Готовьте с удовольствием. Увидимся в следующем видео. Как я уже сказала, можете готовить их и в духовке. Мне так было проще и удобнее просто приготовить в аппарате. До скорой встречи. Всем пока. Вкусных вам пончиков.